Вибухає Вороніж, вибухає Білгород і вибухає під деякими народними, вже, напевно, колишніми скоро будуть обранцями. Про це не тільки будемо говорити просто зараз, про внутрішнє і зовнішнє. І не тільки. Ірина Узлова мене звати. Зі мною традиційно щобудня. Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Борисе, привіт, рада бачити. Слава Україні. Вітаю, героям слава. В Воронізькій області дуже неспокійно її мешканцям, бо вони словами, які далекі від цензурного лексикону і взагалі чогось такого, що можна було би послухати в ефірі, щоб нас не забанили на 10 років, просто так передам, що вони незадоволені, м'яко кажучи, що в них з 3-ї ночі ніяк не можна поспати, бо он детонує склад з боєприпасами польовий, а детонує він в Ольховацькому районі Воронезької області, а вразили його українські розвідники. Враховуючи те, що площа становить 3500 квадратних метрів, пожежа виникла там неабияка, триває і досі з огляду на розміри складу, зауважують у розвідці, вибухатиме там ще довго. Ось, дістали і туди, що нам треба розуміти про такі польові склади, які вибухають. І чому так обурюються і використовують нецензурні слова росіянчики? Вони ж уже, якщо і наші стріми дивляться, якщо і бачать, як живуть інші області, мали би зрозуміти, що війна вже в них вдома, як ми говоримо, прямо вдома. Ну, честно говоря, я не видел ни одного видео, где россияне при виде детонации или беспилотника говорили что-то типа «О боже, какая неожиданность!» Это, конечно же, они, особенно там, они привыкли так разговаривать, потому что с них взять. Это у них, это они гордятся Пушкиным и Достоевским, а на языке совершенно другом разговаривают. Поэтому вот так. Что касается детонации складов и вообще в последнее время того, что прилетает чаще. Дело в том, что после того, как сняты были запреты на удары по российской территории, в том числе хаймарсами, и понятное дело, в наших беспилотниках нас никто не ограничивал, вот и получаем сейчас довольно эффективно, работа идет и по разным панцирям, вот буквально за 3 дня за сутки по 2 панциря уничтожают наши вооруженные силы. И ГУР молодцы, красавцы, я думаю, сброс какого-то боеприпаса был на открытом складе, а может на закрытом. Вот и пошла детонация. Там очень интересно, кстати, характерна такая частота детонирования боеприпасов, что, наверное, будет еще очень долго оно там гореть, осколки будут разлетаться. Так а что поделать-то? Путин взял, пригласил войну в дом россиян, и все. А теперь интересная картинка такая наблюдается, динамика, точнее, интересна. 3-й год войны. У России арсенал не поменялся. Вот они как били по нам крылатыми ракетами, шахедами, кабы сбрасывают. А у Украины практически каждый месяц меняется и вариативность, и арсенал, и дальность беспилотников. Насколько я знаю, уже за 2000 километров украинские беспилотники испытаны. А там даже вот за 1000 километров там нет систем ПВО. Россияне думают, что туда вообще, как это за Москвой аж туда, куда там прилетит. А оказывается, может прилететь. То есть, а что делать? Системы ПВО придется вглубь сдвигать, прикрывать сотни других объектов. Это невозможно. Системы ПВО российские каждый день уничтожаются. Вот она динамика какая. Давайте, классика жанра. Флот Черноморский. Все, он вообще свою функцию не может выполнять. Сидит в Азовском море, периодически стреляет калибрами. И досидится там, я чувствую. Прекрасная новость про многофункциональные бэки, безэкипажные корабли наши, которые теперь, вот это вообще была новость, просто разрыв, которые теперь могут бомбы устанавливать скрытно до 180 килограмм. А что это значит? А это значит, что российские корабли, которые ходят вдоль Крыма, вдоль побережья, из Азовского моря в Черное, в Новороссийск или туда, в непризнанную Абхазию, на любом маршруте пути, на пути российских кораблей теперь может быть бомба. Причем разных модификаций. Это не так, как в кино показывается, еж такой на воде. Нет, она может по датчику всплывать,
на определенной глубине быть установлено. Все, нет безопасных путей теперь ни в Черном, ни в Азовском море для российских кораблей. А что, безэкипажный катер тихонько приплыл себе, ночью поставил бомбу, мину точнее, уплыл. И россияне, гадайте теперь, где они, эти мины. Поэтому все не так радужно. И вот детонации, Белгород, прекрасная картинка, когда ночью все грохочет, беспилотники летят, их сбивают, они куда-то не туда обломки летят, сирены воют. Вот что Путин сделал с частью пока что России. От саме зараз ми і бачимо, як прекрасно все детонує і палає у Білгороді. Там теж було неспокійно, звісно. Вони заявляють, окупанти, про одну з найбільш масштабних атак. Слава Гладков, настоящий, в которого вечно настоящие проблемы, каже, под ударом оказались и Белгород, и Белгородский район. Пострадал мирный житель. В женщины закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой руки. Ось так отметил Гладков. За його даними, в Белгороді повибивало шибки в квартирах 4 багатоквартирних будинків, пошкоджено крівлю, фасад одного з приватних будинків. Ну, а що ж хотів Слава Гладков? Ось так. Він то вже точно знає, що по них прилітати буде і часто. Звісно, Мінагресії і пресеченій невеликої Російської Федерації відзвітувало, що за ніч, буцімто, пише Міністерство оборони РФ, вони збили 29 безпілотників і перехватили над Білгородською областю. Зараз ми покажемо, що вони пишуть, Міністерство оборони Російської Федерації, і кажуть, що ще один дрон, буцімто, був знищений на територію Воронежської області, але ми бачимо, що те, що ми обговорили вище, що присікали його, власне кажучи, самими ж боєприпасами. Президент України Володимир Зеленський озвучив цікаву статистику, вітаючи воїнів напередодні Центру спеціальних операцій Служби безпеки України з 30-ю річницею Центру спеціальних операцій. Сказав, що ми вразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави-терориста Росії. Мені здається, це дуже хороша цифра. Ну і теж Зеленський каже, що для дронів СБУ відстань 1500 кілометрів вже не є проблемою. Як ми оцінюємо оці 3 десятки понищених об'єктів нафтової інфраструктури ворога? Примерно так, наверное, оно и есть. Я думаю, что у президента там данные более точные. Тут вопрос в том, сколько из них остались в рабочем состоянии. Потому что действительно это колоссальнейшая проблема для россиян, удары по НПЗ. То есть выводится из строя один небольшой узел, ну там вертикальная колонна, например, и все, и весь этот НПЗ полностью, огромный город, ну в зависимости от размеров, перестает работать. Там десятки тысяч людей. Кстати, там были очень косвенные проблемы у россиян, что были массовые отказы работать на этих НПЗ, когда начало прилетать, ну потому что как бы одно дело работать и получать денежку, а другое дело гадать, а сегодня в твой НПЗ прилетит или в какой-то соседний. Поэтому да, это очень и очень эффективное средство. В последнее время мы не так часто начали бить по этим НПЗ, к сожалению, потому что я помню, мы с вами, Ирина, в программах это обсуждали, когда за ночь по 3 НПЗ наши беспилотники поражали. Это было такое, особенно там, когда начали активно атаковать Краснодарский край и портовую инфраструктуру, а это тоже подрыв экспортного потенциала, то есть и Новороссийск, и Таганрог, и, ну, в общем, все порты Российской Федерации, там и Анапа, и все остальные, это колоссальнейшая проблема для россиян, особенно Новороссийск. Причем там даже проблема, знаете, не в том, что мы там какую-то инфраструктуру портовую, ну хорошо бы, конечно, не терминалы какие-то вывести из строя, а в том, что корабли, которые продолжают, не только российские, заходить в эти порты, они теперь должны страховаться с учетом того, ну и, кстати, и с учетом попадания туда беспилотников, и с учетом того, что теперь где-то может мина всплыть, сюрприз, как говорится, да. Поэтому вот что этот удар по экспортному потенциалу. По Усть-Луге, когда дроны наши долетели туда,
этот терминал огромный. Это тоже была колоссальнейшая проблема. Вот сейчас есть у меня ощущение, что мы немножечко взяли паузу, наверное, для того, чтобы поменять тактику, и дальше будем продолжать. Хотя вот недавно было 2 НПЗ небольших, правда, поражены. Мы бьем сейчас не по НПЗ, там по крупности, а по значимости их. Вот те, которые ближе сюда, которые южную группировку снабжают, перерабатывают, и, соответственно, топливо потом идет на снабжение южной группировки. Вот здесь и нефтебазы тоже здесь. То есть, по сути, обескровливается техника, но мы сейчас меньше пускаем куда-то далеко на 1000 километров и в большей степени бьем по тем, которые вот снабжают группировку. Кстати, не только южную. Однозначно. У Держдепартаменті США назвали безглуздими і гіперболізованими звинувачення в причетності Штатів до удару по Севастополю, озвучені деякими російськими офіційними особами, які, звісно, звинувачували, зокрема, і Діма Пісков, рот Путіна, казав, що залучення Штатів, пряме влучання, внаслідок якого гинуть мирні російські жителі, не може залишитися без наслідків. Меттью Міллер, представник Держдепу США, говорить, що ці звинувачення не обґрунтовані і некоректні. Міллер, цитую, каже, «Мене немає оцінки основної атаки, включно з тими, хто за неї відповідальний. Але раніше ви бачили, як Росія висуває безглузді заяви про відповідальність. Зокрема, він згадав і про звинувачення на адресу США, коли був теракт у Крокус-Сіті-Холі 22 березня. Для Москви робити безглузді та гіперболічні заяви про відповідальність, які не ґрунтуються на фактах, це не щось незвичайне, сказав Міллер. Ось так, не тільки він та жорстко так реагує. Зокрема, Патрік Райдер, бригадний генерал, представник Пентагону, каже, хай Путін війну припиняє. Важливо озирнутися назад, каже він, саме до незаконного вторгнення Росії до України. Важливо подивитися на те, як ми дійшли до того, що маємо сьогодні. І якщо вони стурбовані жертвами серед своїх військ, серед свого населення, нехай припиняють цю війну, повертають суверенну територію України, а не вводять туди свої війська без потреби. Нагадав, звісно, Патрік Райдер всьому світу, що це саме Росія відповідальна за вторгнення до України, що призвело до загибелі тисяч невинних українців насамперед. Помічник держсекретаря США Джон Басс також зазначив, що Україна в своїх наступальних операціях зводить до мінімуму загрозу жертв серед цивільного населення. І він не може говорити про правдивість звинувачень Москви. Ось так. Бачимо, що якби знов не вийшло. Так хотіли і плуталися в версіях, що взагалі летіло, куди була перепланування траєкторії ракети, що взагалі неможливо зробити, хіба перехопити саме центр управління нею. Що тільки не говорили росіяни, кого тільки не намагалися звинуватити, ніхто не реагує. Борисе, це теж цінно і показово, як на мене, що всі їхні вкиди, всі їхні словесні реляції, маніпуляції вже більше не працюють. К сожалению, работают. Вот мы просто с вами пытаемся оценить взглядом со стороны демократической части мира, со стороны наших союзников, картинка, которую Россия показывает, например, в других странах, там, в странах африканского континента, где она усиливает влияние, в странах Латинской Америки, Ближний Восток, в странах, там, где у них есть каналы передачи этой информации, все эти Russia Today, спутники и прочие всякие помойки. Так вот, там они показывают совершенно иначе, мол, бедные, там, у них же там связка какая, вот недавно мне ролик показали, что, мол, они сюжетец создают, сначала показывают от истока, как счастливые там голосуют, наконец-то вот историю показывают, Крым возвращается домой, это пропагандистская чепуха их. Потом показывают, что приходит, значит, злобная Украина и уничтожает там мирных жителей на пляжах. Вот у них какая связка, мол, эти люди не хотят, Путин там защищал Донбасс и так далее. Но вот правильно построенная пропаганда, она всегда работает. Особенно если власти страны, с которой ты сотрудничаешь, лояльны к тебе и позволяют тебе свою пропаганду, значит, продвигать. Я вот смотрю, провожу исследования на этих россиянах, которые в комментарии приходят ко мне периодически. Они ведь и вправду так думают. За что? Мы что? Люди купались? За что нас? Они не понимают, что там вот в 200 метрах стоит ПВО, и они не понимают, что там с Тарханкута или откуда-то еще из бастиона летят ракеты, и в ответ тоже что-то может прилететь.
Они же этого не понимают. Они говорят, а нас за что? Ну вот за что? Мы же приехали отдыхать, бедные. Просто хочется, знаете, вот прекратить объяснение и дать леща хорошего, чтобы мозг встал на место, если он там есть. Поэтому вот так. Еще важно по Крыму, по Севастополю, новиночка, как говорится. Вот сразу синхронно после того, как взорвалась ракета над пляжем, сразу по многим Z-пабликам начали разгонять тему о том, что на самом деле, чтобы прекратились вот эти обстрелы, нужно сбить американский беспилотник, который ракеты эти наводит, или который следит там за территорией Крыма и так далее. И начали они гнать эту, я думаю, знаете для чего? Для того, что они действительно хотят показать, что они там, мол, мощные, потому что Россия уже как терпила выглядит довольно долго, говорят, что если вы ударите по хаймарсами по нашей территории, мы вам ответим, мы вам то. Ничего, атакамсами ударите по Крыму, мы вам так ответим. И что? То же самое делают, что делали до этого. Те же ракеты, те же шахеды. И вот сейчас им нужна сатисфакция, им нужно как-то так показать, что, мол, мы ответили. И это единственный вариант для них — сбить американский беспилотник. Я напомню, это будет не первый раз. Помните, они сбрасывали топливо, один утопили в Черном море, потом достали его, в Иран отправили. Те сейчас там какую-то реплику склепают. Вот. И вчера начали радоваться. Все, сбили. Я думаю, ну какая тупая линейная вообще акция. Начать разгонять эту тему, что во всем виноват американский беспилотник. Потом сбить его. Я для нас подумал, что это лучше, потому что это дополнительный виток эскалации России с Соединенными Штатами. Соответственно, больше развязаны руки у Соединенных Штатов. Мол, они наши беспилотники сбивают, мы вам покажем откуда и дадим 300 атакамсов. И вы там чего-то уже... и вот так оно должно было быть. Оказалось, ничего они не сбили. Спокойненько американский беспилотник, видно, отключал там свои транспондеры, или как у него там называется, и вернулся на базу. Но вот сейчас они будут всеми силами охотиться. Давайте, может, даже, погода. Я думаю, наверное, неделя-полторы они будут усиленно охотиться и пытаться сбить американский беспилотник, чтобы показать, им надо закрыть этот гештальт, потому что иначе все сказочки, что супераналогов нет на ПВО, Крым защищен, приезжайте, отдыхайте. Все это, кстати, там уже, по моим данным, по крайней мере, там достаточное количество просто спаковали чемоданы и, не дождавшись окончания отпуска, поехали. Особо отдыхает, выбирает, как говорится, эти 12-24-дневные путевки даже там, в районе Учкуївки. В общем, як завжди, да. Так, вони, до речі, вже звітують, поки одні їхні різні там депутатики кажуть, що їжджайте в Крим. Це ж взагалі дуже безпечно. Вони продовжують отак використовувати мирне населення як живий щит. Але, як каже Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, що який пляж взагалі? Крим – це одна велика військова мілітаризована база, на що Росія перетворила наш півострів за 10 з лишком років своєї незаконної анексії. І водночас очільник Асоціації туроператорів Росії Майя Ломідзе повідомляє про те, що продажі турів до Криму після ракетного удару по Севастополю, як вони це називають, впали на 20% в порівнянні з минулим понеділком. Суттєва доволі цифра, чи не так? Это просто, летят ракеты туда, уже на пляже жертвы есть, там за 100 раненых, постоянно лупят по этим базам. Россияне уже прячут там чуть ли не на пляжах эти свои системы ПВО. Криворукими руками своими сбивают, по аэродромам бьют. На 20% упал. Вообще, знаете, это вот сейчас, например, кому-то там в Молдове, это я по расстоянию так смотрю, покупать, например, путевки куда-то в прифронтовую зону, отдохнуть. К сожалению, конечно, многострадальный Харьков и Херсон. Но давайте представим, человек поехал в Харьков отдохнуть немножечко, позагорать туда,
туда, куда кабы прилетают. Но это какой-то же вообще... Ладно, сам, может, у него суицидальные наклонности. Но, кстати, пользуясь случаем, всем прифронтовым городам, и харьковчанам, и херсонцам, и суммам, всем передаю: крепитесь, держитесь. Знаю, что многие из вас смотрят, поэтому вся Украина с вами. Вот. И так они детей тащат. Вот этот зам мэра Магадана взял детей своих, притащил туда. Это же его дочка погибла, 9-летняя, там на пляже, от российской вот этой ПВОшной дряни. Так они детей тащат. Где, представьте, из Магадана, да ты в Краснодарский край поедешь. Ну там тоже сейчас не очень безопасно. Ну куда-нибудь вообще. Ну просто это какие надо быть, не знаю. Путин вообще стер инстинкт самосохранения. Потому что навряд ли бы тогда, даже за деньги, россияне бы шли на убой в таком количестве. То есть они знают, ну, у них же гробы приходят, они приезжают первый день, второй день, смотрят, что все не так, это не какая-то не рыбалка, не охота, убивают. И все равно едут пачками, за деньги едут. То есть затерт инстинкт самосохранения. А он затирается тогда, когда, в принципе, смысл жизни не определен у человека. Вот он живет в болоте, у него нет будущего, тлен, безнадега, просвета нет. С утра до ночи на заводе пашет за 3 копейки, где-то в глубинке там. Чего тогда жизнь беречь такую? Это вот они, когда сюда приперлись, когда все это посмотрели, а как это они? Буча, Ирпень, новые районы такие, аккуратненькие села, все ухожено, заборчик к заборчику, покрашено. Как это они так живут? Они вообще, что ли, здесь зажрались? У нас, ну, помните же этих бурятов ошалелых? Буряты — это собирательный образ, не думайте, что я какой-то там, значит, кого-то, какие-то национальности меньше люблю, кроме, естественно, сами знаете кого. Вот. Поэтому, когда в жизни нет смысла, тогда у тебя нет инстинкта самосохранения. Но тут при любых раскладах, наверное, стоит всегда напоминать, что прямые, косвенные жертвы, случайные жертвы этой войны с любой стороны — это жертвы, и кровь которых на руках Путина и тех, кто выполняет его приказ. Все, больше ничьих, ні на чьих руках. Але між тим Путін знову вилазить і знову цитують його російські телеграм-канали, що мирні пропозиції Росії реально передбачають можливість завершення конфлікту в Україні. Чергова маразматична заява лунає. Ініціатива Російської Федерації. Я нагадаю, це очевидно ці мирні пропозиції. Віддайте 4 області, які ми взагалі навіть не окупували за 11-й рік, але тим не менше не вступайте в НАТО. Отака ініціатива, на думку Путіна, здатна врегулювати український конфлікт, як називає криваву війну, перевівши його в дипломатичне русло, каже Путін. Водночас на фоні таких заяв ще з'являється публікація, про яку пише Reuters, що у Трампа є ото його план, який змусить Київ до переговорів з Москвою. 2 ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні в разі його перемоги на президентських виборах. План Кіта Келлога і Фреда Фляйца передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо вступить у мирні переговори. Ось так якось не дуже зрозуміло, буцімто, що спершу буде озброєння України до зубів, яке буде ключовим елементом подальших мирних переговорів. Ну, якщо нас до зубів озброять, ми виженемо Путіна на кордони 91-го року, то, в принципі, такий план нас теж влаштовує, як потім на наших умовах формули миру, взявши, може, трохи цього плану, можна було би сідати за стіл перемовин. А якщо він не передбачає перемоги на полі бою до 91-го року, то для чого і куди оці радники Трампу радять такий план? Так там есть еще вторая часть, что если Украина не захочет садиться за стол переговоров, то будет уменьшена поддержка Украине оружием. Тогда Россия пойдет в активное наступление. То есть план такой, ну, условно говоря, подразумевает, там еще написано, что подразумевает сесть за стол переговоров с учетом линий соприкосновения на тот момент боевого соприкосновения. Ну, короче, заморозка по линии фронта, грубо говоря. И там не идет речь о том, что нам дадут много наступательного оружия, мы сможем россиян отогнать к границам 91 года. Нет, там об этом речь не идет. Поэтому я думаю, что вооружить Украину до зубов, как там, ну,
написано. Это для того, чтобы Путин снял особо дебильные, у него все они требования, типа из 4 областей полностью, вывести внеблоковый статус навсегда и так далее. Ну, я просто думаю, что логика такая. Посадить по линии фронта и сказать, давайте решайте там. Кто не захочет садиться, на того буду давить. Да? Этому дам оружие. Так Трамп это же озвучивал когда-то. В Fox News он говорил, я посажу 2 Владимиров, скажу, эй, ты, Владимир, дам тебе много оружия, если ты, значит, там вот это. И ты, Владимир, я ему не дам тогда оружие, если ты будешь подписывать. Ну, в общем, мы это все слышали. Вопрос в том, конечно, что Европа, по крайней мере, сейчас, мне кажется, более активно настроена и агрессивно по отношению к России. То есть уже видно, что не сильно церемонятся там. Я и про новые санкционные пакеты говорил. Но и у Путина, ну давайте так прямо скажем, у него какие варианты? Просто дальше вот так воевать на истощение? Нет, так не получится. Тогда будет увеличиваться радиус ударов, глубина ударов по территории Российской Федерации, и немного времени пройдет, когда уже атакамсы будут бить на 300 километров вглубь. А это полностью, ну если при достаточном количестве, плюс F-16, это полностью сделает невозможным какое-то новое российское контрнаступление. Но зато выжигать инфраструктуру, это да, это будут. Ну, в общем, так себе план в плане по линии могли бы вот надавить так на Путина, что он придумает вот какую-то дичь, типа, например, ой-ой-ой, убегаем, не дай бог, Запорожская АЭС, там что-то взорвется, выводим войска, ну или какую-нибудь там микротехногенную катастрофу создаст, скажет, вывели войска, потому что там загрязнение, там мы не можем находиться. Поэтому Запорожскую область оставляем, Херсонскую, ладно, тоже. Ну, в общем, все как до полномасштабного вторжения. У нас є своя формула миру, у нас є свій план, і до нього ми і працюємо. Ну що ж, значить, не чемоданчики, а коробочки з грошима, з налічкою. Такий веселий ранок із покерфейсами та працівниками ДБР сьогодні чекав на Колю Тищенка. Ось так. Значить, Бориса, йому висунуто підозру, і скандальна справа набуває свого ось такого вже офіційного розслідувального треку. Що нам треба взагалі розуміти про ключові деталі цієї гучної справи і майбутнє, яке чекає на Колю Тищенка? Я, пожалуй, до войны моя профессия там и политтехнолог, и с репутацией работа была. Я, пожалуй, не встречал персонажа, который бы вот столько генерировал негативного контента публично. То есть вот где появляется, там сразу какой-то скандал, какие-то мемы потом. То есть это человек-мем, знаете. Столько раз вляпаться, я уже забыл, там, наверное, начиная с Велюра, Карантина, Салюта, Закарпатья, еще чего-то. Вот сейчас Днепр этот. Ну, в общем, и это же нужно было все это время наблюдать. Ну, как-то надо было оградить репутационно от Николая. Таиланд, я вспомнил. Да. Вот это. Таиланд был. Зачем он палец вверх все время поднимает? Вы не знаете? Може, щоб звернули кращу увагу на те, що... Прием, может, какой-то. А вы не знаете? Разговаривает, приемная антенна. Ну, в общем, тут уже, по-моему, настолько доигрался, что уже пришло ДБР. Кстати, вы видели на видео Николай Тищенко просто, когда понял, когда ему спрашивают, и ваше имя как? Он говорит, я не... Ну, короче, научили его там отвечать как-то. И он потом взял и просто расколошматил свой телефон. Прямо на глазах у следователя. Что там у него, какие-то фотографии до и после, чего, что у него там такое. Боюсь уявити, чесно кажучи, навіть, що там може бути. Ну і, напевно ж, секретна інформація якась дуже таємна. Ну,
Просто тут нужно знать, что восстановить не проблема будет с телефона, но то такое. Ну, в общем, пачки денег, эти жопские часы по 50 тысяч. Но, не знаю, вот, честно говоря, просто имя Николая Тищенко, оно стало каким-то нарицательным в последнее время. Потому что часто вот писали мне, нам говорят, что это всякие Тищенки, там еще что-то. Ну, то есть это же тоже неспроста, понимаете? У меня вот как-то мне сложно цензурно все это комментировать, ну, потому что когда ты ждешь каких-то хороших новостей, там помогаешь, сям помогаешь, веришь, и потом раз, и тебе показывают, вот в Днепре крутили там военного какого-то с армией, какой-то частной охраны, еще что-то, какие-то заявления эти, что если военнослужащий, вот Гончаренко, кстати, интервью дьяволу, да, Гончаренко в данном случае, разговорил Тищенко в Верховной Раде, и он там тоже какой-то жути наболтал. Ну, давайте так, вот посмотрим, чем это все закончится в итоге. То есть, насколько я понимаю, домашний арест сейчас там планируется, но в этих делах что важно? Берут, изымают электронные носители информации, телефоны, компьютеры, планшеты и так далее. И там достают уже не только незаконно, ему сейчас меняют, незаконное лишение свободы, удержание вот этого военнослужащего, нанесение повреждений ему, не знаю, тяжких или средней тяжести, может, легких. Так вот, сейчас, когда изымут вот это все, проведут обыски, вот там начнется самое интересное. Так, будемо сподіватися, що воно і буде мати відповідний рівень покарання і відповідальності, а не просто потім він, наприклад, обернеться в якесь одіялка, чи буде якось себе вигороджувати, шукати шляхи уникнення відповідальності. Борисе, дякую дуже. Будемо за всіма цими темами стежити в динаміці та розвідку. Звісно, як завжди, спасибі вам за ваш час, за ваші роз'яснення. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, Ірина Узлова звати мене. Спасибі, друзі, що дивилися нас. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube Бориса. Дуже легко знайти його в описі під цим відео великими синіми літерами. Тізенгаузен, точно не помилитеся. І не помилитеся, зробивши цей вибір. Вибір підписатися на YouTube Бориса, тому що ще більше аналітики, ще більше інформації, фахових роз'яснень, ну і щонеділі спілкування напряму із вами, нашими глядачами. І на YouTube 24 теж підписуйтеся, будь ласка, нас уже більше 7 мільйонів, і ця цифра дедалі росте, що нам дуже приємно. І саме ваша підписка, ваш лайк та коментар дозволяють нашим відео просуватися просторами Ютубу. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України, побачимось і переможемо.